Турция по системе «все включено» и Лазурное море– это то, о чем мы мечтаем весь год перед отпуском. Но иногда уже при заселении в отель все идет не по плану. Что делать, чтобы не испортить себе отпуск в первый же день? Сегодня я покажу вам наш первый день отдыха в Турции и расскажу все важные правила заселения в турецкие отели All Inclusive. От того, как получить лучший номер, до моих личных лайфхаков для туристов. Покажу, что именно у нас пошло не так, как мы решали проблемы с заселением и почему я не советую делать поспешных выводов об отеле в первые 24 часа. Смотрите, чтобы не наступить на те же грабли. Всем привет, мои дорогие! Мы приехали на семейный отдых в турецкий отель «Все включено». И в ближайшие несколько дней я буду показывать вам все самое интересное. Как в любом путешествии, заселение– это самый волнительный и важный момент, который может задать настроение всему отпуску. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Очень приятно, что персонал сразу берет на себя заботу о гостях. Бэлбой сразу забрал наши чемоданы, и это избавляет от лишней суеты с дороги и позволяет немного выдохнуть. И самый волнительный момент– заходим в лобби отеля. Это лицо любого отеля, его визитная карточка, и здесь все отели стараются создать особую атмосферу, чтобы было красиво, свежо, приятно пахло. И наш отель не исключение, тут тоже приятно находиться. В некоторых пятизвездочных отелях премиум-класса гостей могут встречать приветственными угощениями и турецкими сладостями. Но у нас формат уютной четверки, и здесь все попроще, но со вкусом. Мы будем отдыхать в отеле Notion Кесре, если я правильно прочитала название. Это четверка, но выбирала я его по отзывам, а они были очень хорошие. Обычно в турецких отелях стандартное время заселения– это 2 часа дня. Мы приехали как раз к этому времени, поэтому рассчитываем, что заселение пройдет максимально быстро. Но если вдруг ваш приезд в отель случился раньше, то не расстраивайтесь. Как только все формальности будут улажены, вам сразу наденут браслет. И все, вы полноценный гость после этого, даже если номер еще ваш не готов, но с этим браслетом вы можете пользоваться всеми барами и ресторанами отеля, пойти пообедать, выпить чего-то прохладного с дороги или покупаться в бассейне. Главное, что нужно сделать, это заполнить документы. Ну, это обычно очень быстро, стандартные пары строк. Имя, контакты и передать паспорта для копии. И многие спрашивают, стоит ли в этот момент предлагать 10-20 долларов, чтобы дали номер получше. И вот вам мой первый важный совет. Ни в коем случае не нужно предлагать деньги на ресепшене сразу. Зачем платить, если вам и так могут дать отличный номер? Сначала посмотрите, что вам предлагают. У отелей нет цели оставить о себе плохое впечатление, специально заселив вас в номер похуже, поверьте мне. А если номер вдруг вас не устроит по каким-то причинам, вот тогда идите и просите замену. Часто при условии наличия свободных номеров это делают абсолютно бесплатно, просто за вашу вежливую улыбку и спокойный диалог. У нас в отеле приветственных вкусняшек при входе не предлагают, но это не беда. Буквально тут же находится лобби-бар, и можно самостоятельно налить себе чашечку чая, ароматного кофе или даже попросить сделать прохладный коктейль, чтобы окончательно сбросить усталость после долгой дороги. Ну что, документы мы оформили, браслеты нам надели, и номер наш тоже готов. Белбой провожает нас до самого номера, но, честно говоря, идти тут совсем чуть-чуть. Наш номер как раз на том же этаже, что и лобби-бар, и буквально в 2 шагах здесь. И мы бы, конечно, справились бы сами, но это работа персонала, у них свои стандарты сервиса, и иногда в их обязанности также входит небольшая экскурсия по номеру, показать, где свет, как работает кондиционер или сейф. Тут у многих туристов возникает вопрос, давать или не давать чаевые носильщику чемоданов, но это чисто ваше желание. Здесь нет никаких строгих правил или обязанностей, ориентируйтесь только на свои ощущения. Первый взгляд на наш номер, и кажется, что все неплохо, но, как это часто бывает, не успели мы насладиться этим моментом, как буквально через 5 минут начали всплывать первые проблемы. Карточка, кажется, решила с нами поиграть. Вставляем ее в слот, свет включается, а через 10 секунд полная темнота. Мы уже сообщили на ресепшене об этой проблеме, и нам сказали ждать мастера. Честно говоря, я не понимаю, неужели такая элементарная вещь должна заставлять гостей ждать. Очень важный совет. Перед тем, как вы разложили все вещи в номере, обязательно проверяйте функционал, чтобы не попасться как мы. Чтобы работали кондиционеры, краны в ванной, чтобы вас все устраивало. Если что-то не работает, говорите об этом сразу, чтобы, если что, вам поменяли номер, либо же
починили, пока вы, так скажем, не разложили здесь все. Потому что может быть такое, что в номере что-то вам починить не смогут, а вы уже разложили вещи, и это будет, конечно, неудобно снова переезжать в какой-то другой номер. Пока мы ждем, давайте немного осмотримся. Вот такой у нас номер со стороны балкона. Полноценный рум-тур я вам сделаю чуть попозже, когда все наконец-то заработает. Здесь есть чайный уголок, это чайник, чашки, чайные кофейные пакетики. Короче, все стандартно. Кстати, вместе с ключом нам выдали карточки на полотенца. Только их почему-то только 3, хотя нас 4. Ну, будем потом разбираться, спрашивать, почему так. Так, ну карту нам починили, просто заменили на новую. Мы зря, получается, просидели 15 минут в душном номере. Ну, теперь не работает кондиционер, снова надо ждать мастера. Что-то нам прям не везет с этим номером. Пока мы ждем мастера, во второй раз уже, давайте проверим ванную. Смотрите, здесь 3 полотенца почему-то на четверых. Опять же, вопрос к отелю. Ну ладно. Мыло здесь в общих таких дозаторах, а не в индивидуальных упаковках. Есть наборы с ватными дисками и палочками. Вот такие вот, их тоже 3. Висит табличка с призывом экономить воду, что я считаю очень-очень правильно. Фен встроенный, самый стандартный. Давайте проверим. Все работает, слава богу. 4 полотенца для тела и душевая кабинка здесь. Приятно, что все здесь прям очень чисто, и для меня это такой главный критерий. В кабинке дозатор шампуня 2 в одном. Знаете, это не всегда признак экономии отеля. Многие отели в Турции так заботятся об экологии, чтобы минимизировать пластик, и переходят на такую систему. Давайте заглянем в шкафы, есть сейф, но мы в отелях им никогда не пользуемся. Жаль, конечно, что здесь нет тапочек. Я босиком в номере никогда не хожу и вам не советую, как бы хорошо не убирали. И тапочки, конечно, были бы кстати. Во втором шкафу вешалки, которые я называю антивор. Их невозможно украсть, ну, точнее, они будут бесполезны, если их украсть. А вот тут мини-бар, он спрятан в шкафу, и там, конечно, настоящая парилка из-за того, что холодильник внешне нагревается. Внутри вода, ее пополняют, по-моему, здесь каждый день. Плюс еще одна бутылка стоит на тумбе. Посмотрим, что у нас тут на балконе. Тут прям такая большая терраса. Есть сушилочка вот такая для вещей, столик со стульчиками. И вот такой вот симпатичный боковой вид на море у нас. Красиво, правда? В номере есть всегда вот такая брошюра с концепцией. Тут расписание всех завтраков, обедов и других баров. На обед мы уже опоздали, на ужин еще нам рано, так что пойдем перекусим в снэк-бар. Он работает как раз до 5. И лайфхак номер 3 от меня: не таскайте эту брошюру с собой, лучше сразу сфотографируйте расписание всех услуг, чтобы ваш план дня всегда был у вас под рукой в телефоне. Мы уже переоделись, готовы идти купаться, так хочется окунуться, но кондиционер нам только вот починили. Честно говоря, из-за таких мелочей мы потратили кучу времени в душном номере, и это, конечно, сильно подпортило первое впечатление об отеле. Надеюсь, дальше все пойдет гладко. Ну, наконец-то мы идем плавать, но сначала нужно получить полотенце, и для этого мы идем сначала в спа-зону. И, кстати, по пути здесь такая классная локация с большим зеркалом для фото, просто идеально, я тоже не удержалась. С полотенцами все вышло забавно. Карточек у нас 3, а полотенец дали 4. Сказали, что на ребенка просто эту карту не дают почему-то. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, но главное, что все при своих полотенцах. На выходе к бассейну здесь есть такой стенд с расписанием анимации. Тут все по классике: волейбол, акваэробика, вечерние шоу. Кстати, программа должна, по идее, меняться каждый день, так что скучно быть нам не должно. И можно здесь каждый день смотреть, что ждет нас вечером. И вот такой здесь бассейн. Смотрите, как красиво, спокойно. Тут отель довольно компактный, всего вот такое одно здание. Территория небольшая, но все самое нужное здесь под рукой. Возле бассейна есть бар с напитками. Людей не так много, как я ожидала, и это, конечно, огромный плюс. Уже просто мечтаю занырнуть и смыть с себя всю усталость с дороги. А вот и снэк-бар, и нам тоже скоро нужно будет подкрепиться. Я смотрю, здесь есть салаты, свежая зелень. Отлично, что без тяжелых заправок в такую-то жару. Посмотрите, есть пицца. Выглядит, кстати, очень аппетитно и пахнет тоже. Но сначала нам надо найти лежаки. Во второй половине дня, сами понимаете, это не так просто. Уже почти все занято.
Какая тут крутая вот эта релакс-зона, прямо настоящий вайб с отпуска. Жаль, тут все места, конечно, уже заняты, ну, надеюсь, завтра мы тут сможем полежать, надо будет пораньше занять тут лежаки. Здесь у нас выход к морю, написано время работы спасателей на пляже. И вот такая еще зона в тени с другой стороны бассейна. Ну, вот мы тут, наверное, и где-то и устроимся. Смотрю, мои там уже заняли лежаки. Ну, с видом на море, кстати, тоже вполне неплохо. Слушайте, мне тут определенно нравится, очень чисто, так уютно. По питанию пока, конечно, не знаю. Вечером будем пробовать ужин, все вам тоже покажу. У нас тут все включено. Знаете, многие в первый день расстраиваются, что отель какой-то не тот. Мы тоже, конечно, устали с дороги и получили не лучшие первые впечатления из-за проблем с номером. Но у меня есть крутой принцип, как не испортить себе настроение вот так в первый же день. Но расскажу вам о нем чуть-чуть позже. Дочка с мужем уже пошли к снэк-бару, ну и мы с мамой тоже идем к ним. Вот они уже тут что-то выбирают. Так, что тут у нас? О, муж берет свежую зелень. Я люблю, когда все вот так без заправки. Это йогуртовая просто нарезка. Блин, я смотрю, что пицца закончилась, но тут еще есть бургеры, картошка фри, куриные наггетсы. Ну, короче, Мира точно будет довольна. Детям тут есть что покушать, это 100%. А вот и достали свежую пиццу прямо из печи. Отлично, что они пополняют все довольно быстро. Так что сейчас перекусим и пойдем плавать в море и в бассейн. Кстати, запоминайте важный совет для тех, кто только приехал на отдых в Турцию. После долгой дороги организм расслабляется. И, конечно, так хочется отключиться прямо на лежаке под палящим солнцем. Но будьте осторожны, если вы планируете в ближайшие дни пойти в хамам, на пенный массаж или на пилинг, не спешите загорать до состояния курочки гриль. После активного солнца кожа становится очень чувствительной, и любая такая процедура в хамаме превратится из удовольствия в мучение. Мы, конечно, в хамам тоже пойдем, но не сегодня, поэтому сегодня надо постараться не сгореть. Мой лайфхак — это используем, конечно, SPF 50 в первый день по максимуму, лежим только в тени, а загар и так придет сам собой, пока вы купаетесь, зато без боли и без ожогов. Ну какой же отдых без коктейлей? Мы на баре, здесь есть целое меню с алкогольными коктейлями, есть также безалкогольные коктейли для детей, ну и, конечно же, пиво здесь ступорка разливают. И глаза, конечно, разбегаются, хочется попробовать буквально каждый коктейль, но мы это сделаем позже. Çok güzel kokteyl. Ellerinize sağlık, gerçekten güzel oldu. Tatlı. У меня есть для вас такой совет: не ограничивайтесь этим списком из меню. Лучше просто спросите бармена, а что вы делаете лучше всего? И поверьте, бармены это очень ценят. И как человек, который знает толк в турецком гостеприимстве, я вам так скажу, искренняя улыбка и пара простых слов на турецком, ну, например, «teşekkür ederim», то есть «спасибо», творят настоящие чудеса с качеством напитка. А что еще важнее, бармен вас запомнит сразу, и в следующий раз коктейль будет еще вкуснее. Ну что, взяли коктейли, пойдем посидеть в уютное местечко в тени, прямо с видом на пляж. Релакс-зона такая тут классная. Покажу вам, конечно, еще сейчас пляж. Смотрите, какой здесь, хоть и небольшой, но симпатичный пляж, правда? Сегодня смотрю легкие волны. О, там я еще вижу есть понтон. Надо будет обязательно на него как-нибудь сплавать. Надеюсь, получится еще и поснорклить. Ведь мы в районе Измира, это Эгейское море, и мы приезжаем в этот регион уже четвертый год подряд, и я точно знаю, что здесь рыбки плавают, ну прямо под ногами. Очень здесь классно с ними плавать. Мы их обычно еще и кормим хлебушком, или там даже можно пиццу взять здесь из снэк-бара и покормить рыбок, с ними поплавать. Я постараюсь для вас в следующих видео показать эту чудесную забаву, которую я просто обожаю. Это особый кайф. Так что предвкушаю отличный заплыв и надеюсь, подводный мир нас здесь порадует. Ну что, пойдемте тестировать пляж. Смотри, как красиво там. Смотрите, здесь пляж песчаный, такой очень приятный, небольшой, то есть не широкий, ну, в принципе, и не особо длинный, да, вот под территорию отеля. Но лежаков довольно много, я смотрю, и большинство даже свободных. Мама у меня самая смелая, первая пошла в воду, значит, водичка, думаю, хорошая.
Ну, водичка такая бодрящая, как раз не слишком теплая и не холодная, то, что нужно. Мируня тоже решила искупаться, но заходит осторожно. Говорит, что ножкам больно немножко наступать на эти камушки. Все-таки на дне они здесь попадаются, ходят здесь и в целом песок. Так что если едете в этот район, обязательно берите с собой тапочки такие специальные для пляжа, коралки они называются. Хорошо, что я их захватила с собой из дома. Ну, они, правда, в номере остались. Но завтра их возьму с собой на пляж, чтобы мы смогли спокойно заходить в воду. И чтобы не было нам больно ногам. Мы с мужем тоже решили окунуться, но, кажется, волны в этот момент заметно усилились. Ну, не знаю, либо же мне так показалось, нас прям сносило. И мы, в общем, решили сегодня не устраивать прям полноценный такой заплыв. Окунулись, освежились, и этого вполне на сегодня хватит. Пойдем лучше обратно в наш теплый бассейн. Многие только ради моря едут отдыхать, я это знаю прекрасно, но нам всей семьей в бассейне как-то веселее. Поэтому мы любим сочетать и море, и бассейн. Напишите в комментариях, что больше любите вы на отдыхе. Кстати, в нашем отеле есть свой мини-аквапарк, целых 3 горки, так что скучать точно не придется. Завтра обязательно выделим время, чтобы покататься с горок. Ну а сегодня у нас просто такой релакс после долгой и утомительной дороги. Ну что, после всех наших здесь бед, починили карточку, просто дали новую. Оказывается, она заработала. И что еще, кондиционер тоже пришли, починили, поэтому на самом деле мы уже успели покупаться. Я хочу вам показать наш номер, более или менее, пока мы его еще не разобрали. Хотя, видите, здесь уже мы наставили вещей, как я сказала, уже почти время ужина. Но ничего. Значит, вот так выглядит наш номер. У нас, сразу говорю, номер такой эконом-вариант, потому что у нас здесь 4 человека в номере. Когда мы хотели поменять номер, из-за того, что здесь не работает кондиционер и карточка, нам сказали, что других номеров таких нет. Я так полагаю, что просто в отеле вот эта концепция именно на 4 человек в номере, она ограничена. Поэтому я допускаю, что действительно это такой последний номер. И плюс этаж тоже нам не очень понравился, потому что это как бы, ну, первый этаж, да, земельный. Такого прям красивого вида мы здесь не увидели. Но что есть, то есть. Как бы мы за эти деньги ничего прям такого сверхъестественного не ожидали. Вот так вот выглядит наш номер. В целом могу сказать, что ремонт довольно новый. Здесь обои, на удивление, такие необычные. Картины на стенах висят здесь, и вот здесь еще одна. Кровать огромная, мне кажется, да, то есть... Не знаю, да, это сдвинуты две, обычно так и делают, но достаточно большая кровать. Мне кажется, мы здесь втроем с ребенком вполне поместились. И вот такая вот двухэтажная кровать. Здесь будет спать моя мама и дочка. Мы взяли, как я уже сказала, самый такой бюджетный вариант. Здесь в номере что еще у нас есть? Розетки возле каждой тумбочки. Ну, я так понимаю, эту кровать доставили, просто это был двухместный номер. Из минусов, что могу сказать, кроме того, что у нас здесь были поломки, то, что здесь очень темно. Я не знаю, видно ли вам это здесь на камере. Я открыла полностью балкон. Сейчас на улице еще светло, но в номере света не хватает. Все потому, что здесь нет основной люстры. Вот это и вся подсветочка. Вот здесь вот идет такая подсветочка, причем красится, хоть это и зеркало, да, вот так вот. Краситься здесь вообще неудобно, потому что света не хватает. Не знаю, для чего тогда это зеркало такое сделали. И вот здесь такие тусклые подсветки, да, тоже такой желтый цвет. Короче говоря, маловато света. Это из минусов. Что еще у нас здесь в номере? Телефон, как обычно, ну это стандартно, чтобы позвонить на ресепшн, например. 2 кровати, достаточно с удобными матрасами полноценными. Точнее, это одна кровать двухэтажная. И вот такая вот стоечка, как бы стол, да, здесь у нас мини-бар, там только вода, и еще одна вода стоит вот здесь. Вот, ну, я так полагаю, чтобы она не была холодная. И опять же такой как бы недостаток, да, этого номера, скажу, что здесь у нас 4 человека, да, один из них ребенок, но тем не менее, пусть будет 3 хотя бы, но чашек, как видите, 2. То есть 2 таких чашки и 2 таких чашки. Ну, как я уже сказала, это, наверное, потому что это все-таки номер рассчитан на 2 людей, поэтому вот так вот здесь, но, честно говоря, это не очень как бы приятно, да, то есть это не отражает как бы гостеприимство отеля, вот так вот скажем. Это уже мои вещи здесь стоят, здесь были вот такие вот 2 чашечки, кофе, чай, чайничек стандартный и водичка вот с 2 такими стаканами. Дальше пуфик, но опять же здесь краситься неудобно, телевизор вот такой вот,
Кондиционер здесь встроенный, что большой плюс. Он находится в правильном месте, прошу заметить, не над кроватью, как обычно любят. Когда кондиционер не такой встроенный, то любят делать, знаете, вот здесь вот, или что хуже еще, вот здесь вот. И тогда дует прямо на человека, когда он спит. Вот этот вот самый лучший вариант, это центральный такой кондиционер, который есть во всех номерах. Как бы его можно вот здесь вот на таком пульте, да, управления. В общем-то, его можно здесь выставить температуру, включить-выключить, но кондиционер работает как обычно, только при полностью закрытой двери балкона. Естественно, это как бы такая экономия энергии, да, это сделано для этого. Ну, в общем-то, я сниму вам еще, как выглядит номер с других ракурсов. Вот так он выглядит со стороны балкона. Ну, так вроде бы неплохо, но опять же повторюсь, что это номер на двоих, переделанный в номер на четверых. И это, конечно, даже если бы здесь было двое детей, не очень как бы удобно. Цену мы заплатили как бы, да, не за двухместный номер, сами понимаете, за четверых. Что еще? Здесь у нас шкафы. В шкафах тапочек нет, тут только был пакет и сейф там еще вот так вот. Это, конечно, тоже большой такой минус. Я люблю, когда есть все-таки тапочки, хотя, конечно, можно привезти и свои. Вот такой вот у нас здесь вид на одну сторону, там как раз стоит наша машина, и с другой стороны нам видно море, вот так вот кусочек моря. Это не наш пляж, это как бы пляж между отелями. Ну, соседи у нас, видите, как в близком присутствии. А вот в этом отеле, точнее не в этом, вот в этом. Это другой классный какой-то отель. Мы вот в этом отеле отдыхали в позапрошлом году. Называется он Ария Кларес. Тоже такой неплохой отельчик, но он стоит дороже, потому что он 5 звезд. И здесь еще какая-то баскетбольная площадочка. Ну что, мы спускаемся на ужин. У нас здесь внизу такой магазинчик со всякими мелочами. Но тут, конечно же, все втридорого. Это будет наш такой первый полноценный прием пищи здесь. Надеюсь, что нам все понравится. Тоже вам покажу, какой здесь шведский стол. Многие, попадая во все включено, совершают главную ошибку. Пытаются съесть все и сразу. В первый вечер глаза разбегаются. Хочется попробовать и эти закуски, и тот самый супчик, и 5 видов коктейлей в баре. Но, ребята, мой совет – тормозите. Ваш организм после дороги и так в шоке от смены климата. И смешивать все подряд – это прямой путь к отпуску в номере с несварением. Я вам советую правило одного приема. Сегодня пробуйте только турецкую кухню, а завтра можете что-то другое. Берегите свой желудок, чтобы не превратить долгожданный отдых в лечение. Мы, конечно, объелись, сами видели вы, какой у нас был стол. Я еще пришла за сладким. Тут, кстати, такой хороший выбор сладостей. Вот из фруктов, кстати, были дыни, арбузы и здесь что еще? Яблочки разные и апельсины с грейпфрутами. А, Так, видите, дыни, арбуза очень много. Но я хочу немножко сладенького, каких-то сладостей попробовать. Тут уже мало что осталось под конец ужина. Ну, видите, какие-то пудинги, рулетики какие-то, видимо, красный бархат. Здесь у нас тоже какие-то сладости турецкие, видите, тоже такие в сиропе. Именно турецкие сладости, скорее всего, из манки их делают. Ну, сейчас я тоже что-нибудь себе возьму, просто так попробовать. Я взяла себе вот такой вот молочный десерт триличе, турецкий десерт, и еще 2 каких-то пироженки таких, просто вот попробовать. Здесь еще по всему отелю стоят вот такие вот автоматы, где можно сделать кофе, горячий шоколад даже есть. И на ужин здесь можно сделать чай турецкий и вот такой вот чай в пакетиках. Знаете, многие по приезду в отель впадают в синдром первого дня. Это когда видишь только минусы, потому что усталость с дороги берет верх. Но мой вам совет – дайте отелю шанс в 24 часа. Завтрашнее утро расставит все на свои места. В общем, наш день прошел неплохо. Да, были мелочи, к которым нужно привыкнуть, но правило 24 часов работает. И завтра мы уже будем здесь как свои. А как прошел ваш самый первый день в Турции? Были ли у вас какие-то забавные ситуации или ошибки, о которых сейчас вспоминаете со смехом? Расскажите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Не пропустите наш следующий влог, там мы проверим питание, сервис, спа и анимацию в нашем отеле. Я честно расскажу, стоит ли этот отель своих денег в 2026 году. Ставьте колокольчик, чтобы первыми посмотреть следующее видео, и подписывайтесь, чтобы не потерять.